Пока мой триподик не свалился, друзья, сегодня у нас зимний лес после снега. А вот и я. Вместе с Фарионычем. Если готовы, погнали. Мне надо быть умным, чтобы понять, что в такую погоду, именно в такую погоду, можно делать самые необычные кадры для стрит-фотографий и пейзажных в том числе. Ботиночки. И мы с вами отправляемся. У нас прошел снег, потом все замерзло, и сейчас вот немножко подтаивает. И видите, сейчас со всех сторон он летит. Сегодня мы идем с вами со вспышкой. А если я позову, точно пойдут. Снимать в зимнем лесу в такую красивую погоду. Что же нужно для этого взять с собой? Я об этом записывал множество видео. Фарионович. Но сегодня речь не про это. Сегодня будем экспериментировать со вспышками. Да и не только со вспышками. Но в первую очередь, конечно, нужно взять с собой хорошую камеру. Дополнительные батареи. У меня в сумке еще аккумулятор дополнительный. Замечательный видоискатель, который позволяет нам снимать в очень сложных условиях. Ну, разумеется, Sigma Favion, как без него? Без него никак. Так что сегодня у нас, друзья, вот это устройство и еще вспышка Metz, которую мы сегодня попробуем. Ну, если готовы, вперед. Побегут. Че отстаем-то? Ума, ты че, встал? Давай вперед. Куда пойдем? Где еще здесь, видите, такие корни сломанные. Мы про них записывали множество видео. Так вот, друзья, мы сегодня попробуем, конечно, я не загадываю, попробуем сделать какие-то портреты. Но прежде всего мне нужно оценить возможности моего нового инструмента. Как всегда, когда вы получаете какой-то новый инструмент, вне зависимости от того, знаете вы или его нет, его нужно испытать. Поэтому мы сейчас найдем укромное место и попробуем, Куда пойдем? посмотрим, что можно сделать в разных режимах. Стробоскоп, обычная выдержка, подсветка, заполняющие. Посмотрим, что это дает нам. Ну и точечное освещение тоже. В этой вспышке огромное количество режимов. И прежде всего я заметил LED в красном цвете, поэтому сейчас попробуем снять без вспышки, друзья. Но навстречу. Друзья, мне уже попадаются интересные фигуры с собаками, лыжники. И я все это пытаюсь снять. Ну, вы знаете, что я любитель красных всяких фигур на фоне с собаками, поэтому мне не попадаются частенько. Я использую это для Colored техники. Ну, о нем и рассказывал я, как это делается неоднократно. Я надеюсь, вы поняли, что сегодня снега выпало много. Поэтому что мы делаем? Мы пытаемся сейчас сделать снежный лес. Сегодня красный день, друзья. Друзья, можно заметить, что снег, несмотря на то, что пошел, но с верхних деревьев сейчас будет отлетать. Поэтому я надеюсь, что хотя бы на нижних кустах что-то останется. Я уже спрятался, попробовал сделать с бокового ракурса фотографию лыжниц. Ну, посмотрим, что дальше. Разумеется, сегодня мы будем искать какие-то необычные места, где еще следы людей нет. Поэтому такой пейзаж, он всегда заходит. Друзья, пошел снег, у меня уже залетает и в объектив камеры. Но, друзья, вы помните, обязательно вот такой видоискатель, потому что в таких сложных условиях это единственное средство, которое помогает вам хоть как-то контролировать ситуацию. Но пока снег идет, я планирую все это заморозить и попробовать сделать какой-то естественный фильтр, как вы знаете. Поэтому ловим мгновение, друзья, не тормозим. Вместе с Фавионом и с Фарионычем. Кто тут? Ну вот, друзья, мы добрались. Сами видите, какое окружение. И в этих местах можно найти какие-то ракурсы с паттернами, о которых я всегда рассказывал. Ну, в общем, вперед, как говорится, попробуем. Ну как получается, чудовище наше? Получается все. А тебе палка на попу приклеила. А тебе палка на попу приклеила. Да подожди ты, палка.
стоит это делать, друзья, ходить по лесу снежному, когда снег еще двигается. У меня сегодня фотоаппарат уже в снегу был. Но мы попробовали со вспышкой поснимать. И сейчас попробуем, может быть, найдем кадр дня. Как вы думаете, получится у нас это сделать? У меня сегодня карман большой для камеры. Быстрее, удобнее, гораздо эффективнее. Снег постоянно то падает, то идет. Поэтому сегодня отличная погода для съемки в лесу. Прием, который точнее то, что это любитель нас Павел Март, он любит такие Фарион наклонные Фарионович, деревья Фарионов. со стороны Я тоже речки такие снимать. хочу. Ну а Ага, почему и бы что? нам сегодня это не сделать? Может быть, с помощью мобильной фотографии. Не хочу. Солнышко, может быть, сейчас проглянет и что-то сегодня заиграет. Но хотя для мягкого света сегодня идеальные условия. Поисков ракурса со стороны берега. А вы знаете, что со стороны берега можно тоже найти что-то интересное. Я вот наткнулся на вот такую ветку. Я тут зажался между двумя деревьями. У меня села батарейка, друзья. Как обычно, выбираешь, когда ракурсы, вроде снег пошел как надо. В этот момент самый садится батарея. Но, слава богу, всегда у меня запасные есть. Поэтому держите их в тепле. Сегодня, кстати, тепло, поэтому камера в кармане, вообще никаких проблем. И дальше можно продолжать снимать. Вот, друзья, сегодня какие у нас условия для съемки. И я не скажу, что сегодня только пейзаж. Мы сегодня, конечно же, снимали стрит, снимали пейзаж, макро. И вот сейчас тут приближаются животные, так что у нас сегодня все получится. И съемка макро, и съемка животных. С видоискателем, как вы уже поняли. Понравилось? Понравилось. Красавец. Вот такие красавцы здесь ходят. Со вспышкой в том числе, но мысль, конечно, была в первую очередь вспышку проверить, хотя про это я говорил, что мы начнем пробовать ее, а в первую очередь застать вот этот снег, который выпал и который еще не осыпался. Вот такая мысль. Что получилось, что нет, судите сами, пишите комменты. Сейчас тебе напишут. Увидимся, пока. Пока, пока.